Добрый вечер. Здравствуйте всем любителям Таро. Всем привет из солнечной Норвегии. Сегодня у нас с вами очередной эфир на тему карт Таро, на тему значений карт Таро, обучения. И поговорим мы с вами сегодня на практичную тему такую, как разобрать расклад. С примером, в частности, сегодня мы с вами поговорим о том, как разобрать расклад, который называется «Вокзал для двоих», разбирает отношения двух человек. И вопрос, который задавала мне клиентка в тот раз: вернется ли долг, да? У нашей клиентки есть человек, который арендует квартиру, снимает квартиру и задолжал за несколько месяцев аренды. И вот клиентка пришла ко мне с вопросом, вернет ли этот человек долг, собирается ли возвращать, потому что вроде как обещает. Вот. Действительно ли он честно это обещает? Ну, сейчас мы с вами посмотрим этот расклад, пока я позволю себе представиться для всех тех, кто впервые на нашем канале, впервые смотрит мои видео. Зовут меня Пан Роман, живу я в Норвегии, интересуюсь картами Таро с конца 90-х годов, занимаюсь работой с людьми, с клиентами. Я таролог уже на протяжении почти 15 лет практики, и почти 5 лет я обучаю картам Таро, потому как я являюсь еще и преподавателем по своему образованию. М, И сегодня мы с вами разбираем вот этот расклад. Да? Давайте посмотрим. Сделал я расклад «Вокзал для двоих», потому как этот расклад отлично показывает вот ту триаду, да, которую вы уже, наверное, много-много десятков, а то и сотен раз встречали на YouTube, да, мысли, чувства и действия какого-то человека. В данном случае у нас мысли, чувства и действия двух человек. Нашей клиентки, которая у нас имеет возраст 35 лет и является водолеем. И, соответственно, ее подруга, которая снимает у нее жилье, и подруга чуть-чуть старше. Знак зодиака Рак — это важно, потому как важно понимать характер человека, чтобы более тонко чувствовать карты Таро и объяснять клиенту. Соответственно, ситуация следующая. Для того, чтобы хорошо понимать карты Таро, вы должны разобраться с клиентом, что там у него случилось такого. Можно, конечно, как классическая гадалка цыганского типа, да, сказать: я все вижу, что у тебя в жизни есть, там есть такие-то проблемы, дальняя дорога, дом казенный, и такими общими фразами пару карт раскинуть, 3-4 карты, и намутить воды. Можно даже угадать очень удачно, если вы умеете так работать. Но если вы считаете себя тарологом, который не только угадывает, но и понимает карты Таро, тогда вы должны общаться с клиентом более детально, более подробно. И лучше всего понять, как это работает в реальных раскладах, это посмотреть, как это делает другой человек. Да? Это классический способ обучения. И именно на основании этого способа обучения я строю свой курс, который называется «Грамматика Таро». И в течение 26 лекций этого курса мы разбираем мало того, что все значения классической колоды Таро, мы разбираем еще порядка 70 раскладов вот вроде этого. Имеется какая-то ситуация, расклад, который проясняет эту ситуацию, и я подробно, детально объясняю каждую карту, как она трактовалась в течение консультации и почему она трактовалась именно так. В частности, наша клиентка рассказывает, что уже 2 года у нее арендует квартиру девушка, ну, ее практически ровесница, 35-38 лет, особой разницы нет уже в этом возрасте, да, там пару лет туда-сюда. И так как она нашла какие-то общие интересы в жизни со своей квартиросъемщицей, она стала ее подругой, как бы, да. И вот эта подруга через 2 года аренды жилья начала жаловаться, что у нее там большие сложности по работе.
Начальство ее не понимает, все так сложно, тяжело, и вообще ее не ценят, а она такая хорошая, она такая талантливая, творческая личность, а этого никто не видит, она такая непризнанная и прочее, прочее. Поэтому тяжело с зарплатой. Давай ты мне там я тебе на следующей неделе заплачу квартплату за этот месяц, потом на следующей неделе, и вот так вот тянется вот это. В общем, подруга кормит завтраками нашу клиентку уже на протяжении 3 месяцев. 3 месяца она задерживает квартплату, при этом плачется, что вот-вот-вот-вот, почти-почти. А у нашей клиентки как раз тяжелое состояние, у нее там кто-то заболел, что-то такое. Условно говоря, муж разбил машину, да, срочно нужны деньги, а тут задержка арендной платы. И вот она задает вопрос. Как быстро отдаст подруга деньги за 3 месяца аренды и отдаст ли вообще? Потому что через другую свою знакомую она узнала, что вот эта подруга ищет потихонечку себе какое-то съемное жилье в другом районе города. Потому как, по слухам, она собирается увольняться, переезжать в другой конец города. Это большой город, да, допустим, условно Москва или условно Питер или Киев или Минск, неважно. И вот она спрашивает, мне как-то так стремновато стало, да, а вдруг она не заплатит мне за эту аренду? Но мы же подруги, она же не может меня так обмануть. Тем не менее, она задает мне вопрос, что там будет с оплатой и что у нас в отношениях сейчас, да? Какие там мысли у моей подруги, что она чувствует и что она будет делать. И, соответственным образом, одна из основных карт, одна из самых важных карт, на которую мы обращаем внимание, это центральная карта расклада, потому как в этом раскладе именно центральная карта поясняет суть отношений между двумя людьми, между подругой и нашей клиенткой. У нас есть характеры. Подруга рак, эмоциональный человек, даже я бы сказал гиперэмоциональный человек, так как раки имеют характеристику кардинальной воды, если говорить о стихии знака, да, то есть эмоции, которые проявляются кардинально, очень ярко, очень сильно. Если она рассказывает что-то печальное, она сама чуть не плачет. Если что-то веселое, не может удержаться от смеха. Скажем так. Все эмоции, которые подаются раком, они такие как бы преувеличенные, они как бы сконцентрированные, как сгущенное молоко. Я обязательно должен заметить, что то, что я рассказываю о знаке зодиака в одном либо в другом случае, это, скажем так, достаточно, скажем так, общая условность. Само собой, каждый рак отдельно взятый человек. Это отдельная личность со своими абсолютно уникальными характеристиками и уникальным опытом в жизни. Поэтому раки все разные, само собой. Есть те, которые эти эмоции проявляют активно позитивно, и есть те, которые проявляют активно негативно эти эмоции. Более того, раки часть эмоций прячут глубоко внутри. Вот как тот самый рак живет в ракушке, да, он мягкий и беззащитный, пока не нарастит себе новый панцирь, он прячется в чужой ракушке. И чувствует себя внутри комфортно, снаружи он побаивается, поэтому выдает ту эмоцию, которую нужно. Все раки разные. Есть раки, которые понимают, что они делают, есть, которые не понимают. Ровно точно так же, как и водолеи. Водолеи, в принципе, в общей своей базе, да, они достаточно альтруистичные люди. То есть они понимают общие принципы взаимопомощи, общения в коллективе, в обществе. Они понимают какие-то глобальные абстрактные вещи, типа того, что вот нужно помогать всем людям, нужно защищать добро, экологию и прочее, прочее. То есть такие разумные товарищи, которые на первое место ставят в первую очередь разум, в первую очередь понимание того, как делается правильно взаимодействие между людьми. Но еще раз напомню, все водолеи, как и все раки, разные, и проявлять это качество могут абсолютно по-разному, как негативно, так и позитивно. Почему я так заостряю на этом внимание? Потому что обязательно в комментариях сейчас прибегут раки, прибегут водолеи, либо люди, у которых там муж, жена, там дети
раки или водолеи и скажут: ничего подобного, все не так, все не, все неправда, вы все врете. На самом деле раки замечательные. Или наоборот напишут: на самом деле раки гадкие, противные. Постоянно под каждым видео такие комментарии. Как такие характеры в данном случае будут взаимодействовать? Вот карты Таро определенным образом нам подсказывают, в какую сторону смотреть: в позитивную, в негативную, либо в нейтральную, скажем так. Мысли и чувства действия подруги ответственного квартиросъемщика, скажем так, и нашей клиентки, вот этого самого водолея, да, девушки 35 лет, мысли, чувства, действия у нас с вами видны на 3 уровнях. Верхний уровень, вот 2 карты сверху, это мысли. Можно представить человека, как он там стоит, да, голова. Чувство — это то, что он чувствует внутри, это 2-й, срединный уровень. И действие — это то, что они там руками, ногами куда идут, что делают, да. Это вот нижний уровень, 2 карты внизу. Средняя карта показывает общность эмоций 2 людей, как они чувствуют ситуацию сообща, вместе, да. И вот центральная карта подсказывает, как звучит для обеих сторон ситуация. Ситуация звучит как верховная жрица, что значит, что обе стороны недостаточно откровенны друг с другом. Каждая лунная карта, а лунная карта — это те карты, которые в каком-то роде ярко представляют собой символику Луны. В частности, это Верховная Жрица, это, конечно же, Луна и Колесница. Как минимум эти 3 карты отчетливо говорят о лунной символике. А лунная символика подразумевает в себе некую видимую сторону события и некую теневую, так называемую обратную сторону Луны, либо теневую сторону Луны, на которую Солнце не светит, и мы, зная, что там что-то есть, мы ее не видим. Вот Верховная Жрица еще и своим жестом, она прячет в рукаве ту самую Тору. Тора считается, опять же, символикой скрытности, тайны, зашифрованности между строк. Говорит о том, что в этом тексте что-то спрятано. То есть мы можем сказать, что по Верховной Жрице у нас с вами идет ощущение загадочности, таинственности, спрятанности чего-то важного вот за той самой занавесочкой за спиной у Верховной Жрицы. И очень часто это вопрос совести. Потому что Верховная Жрица, одно из значений Верховной Жрицы, это еще и глубоко скрытое внутри моралеобразующий стержень каждого человека. Вот то самое хорошо и плохо, что человек чувствует внутри себя. То есть совесть. Одно из значений, напомню. То есть ситуация у нас звучит как ситуация, в которой важно, нужно действовать по совести. Либо обращать внимание на то, что сведется все к вопросу совести. То есть уже у нас с вами возникает мотив, что, возможно, есть подозрение в плане совести. Хватит ли совести у подруги рассчитаться за эти 3 месяца, даже если она находится в тяжелом финансовом положении? Даже если она ищет какую-то другую квартиру, даже если она увольняется с одной работы и переходит на какую-то другую работу, хватит ли совести поступить по совести? Да? Что думает наша клиентка? Давайте сначала посмотрим на клиентку, чтобы финальный аккорд вывести в мыслях, чувствах и действиях оппонентки, подруги. Клиентка, как истинный водолей, пытается понять ситуацию головой, действовать логикой, по уму, по мечам и понимает, что она должна проявлять активность. Ну, то есть ты должен быть рыцарем мечей, чтобы получить свои деньги назад. Да? Если ты просто будешь сидеть и ждать, ты не будешь активничать, ты не получишь ничего. Поэтому нужно идти на конфликт, нужно вызывать, нужно говорить: ну, скоро ты там деньги вернешь. Несмотря на то, что она чувствует, что да, ситуация очень похожа на 8 мечей. Она чувствует стесненность, неловкость, понимание того, что, ну, много проблем. Много проблем у оппонентки, но и у нее много проблем. Она тоже находится в сложном положении, у нее связаны руки, условно говоря. Ей нужно там рассчитаться за условный ремонт машины, либо купить новую там
я не знаю, кухонный комбайн, еще что-нибудь. Ну, мало ли, какие проблемы есть в жизни у человека, ему срочно нужны деньги. И несмотря на то, что она понимает, что у подруги тоже сложное, тяжелое, закрученное положение, все равно нужно инициативно идти вперед, требовать эти деньги. Как же она себя ведет на уровне действий, да, у нас были мысли, чувства и действия нашей клиентки. Действия по повешенному. А повешенный очень часто жертвует своими интересами, учитывая нужды, пожелания обратной стороны. То есть можно сказать, что у нас с вами вот этот самый повешенный, он висит и говорит, ну, я понимаю, конечно, да, мне тоже деньги нужны, но я тебя понимаю, у тебя все сложно, там, я могу войти в положение, да, там 4-й месяц подряд, конечно, ладно, я потерплю, я подожду. То есть вот та самая жертвенность, на которую очень часто идут водолеи, просто потому что прекрасно могут понять другую сторону. Есть такое качество, свойство у водолеев входить в положение другого человека. До поры до времени, пока вы не выведете этого водолея из себя, они достаточно терпеливые люди, но если их уже из себя вывести, то мало вам не покажется. И теперь, собственно, мы с вами переходим, то есть вы чувствуете, да, нужно много поговорить с клиенткой, нужно много прочувствовать, что у нее в картах, обсудить ее поведение, ее ощущения, чтобы прочувствовать общий вайб расклада, скажем так. Общую ситуацию вы должны прочувствовать, не только продумать головой, не только рассчитать по картам, но и прочувствовать, чтобы угадать именно нужное, правильное значение из отдельно взятой карты, которая у нас выпадает в раскладе. Итак, мысли вот этой самой подруги. Девятка пентаклей очень часто у нас выпадает в положении человека, у которого все окей, все хорошо, на работу она ходит только чтобы развлечься. То есть это богатая женщина, которая представлена тут в богатом саду, увешан виноградом, да, она занимается соколиной охотой, то есть развлекается. Соколиная охота — это символика богатства. Почему? Потому что соколиная охота — это не охота ради пропитания, это охота ради праздного развлечения. Это занятие богачей эпохи Возрождения, да, если говорить о том, что у нас тут с вами нарисовано. И соответственным образом мы можем наложить вот эти мысли нашей клиентки на ее ситуацию. Похоже ли это на ее ситуацию? Ни в коем случае, потому как мы знаем, что она испытывает недостаток финансовых средств. У нас достаточно проверенные сведения от нашей клиентки. Она говорит, что я вижу, что у нее нет денег, поэтому да, мне ее жаль, как-то я ей даю отсрочку платежа. Вот. Причем ведет она, наша клиентка, себя вот таким вот уступающим образом. На что подруга, возможно, считает ее, ну а что, у тебя же там и так все хорошо, ты же так богатая, да? У тебя есть квартира, которую ты сдаешь, у тебя есть квартира, в которой ты еще живешь со своим мужем, а у меня и мужа нет. И с работой все очень сложно, и надо искать новую работу. А у тебя там, конечно, все хорошо. И тебе ж не надо искать ни новую работу, ни новую квартиру, потому что тебе нечем платить за жилье. Тебе вообще за жилье платить не надо, у тебя свое жилье есть. Конечно, ты богатейка. Конечно, у тебя все замечательно. Вот примерно таким образом мыслит подруга, которая задолжала за 3 месяца вот этой самой условной богатейке. Да? Что же она чувствует? Чувствует она шестерку пентаклей. А шестерка пентаклей — это одна из карт, которые очень часто указывают на необходимость материальной или финансовой, физической какой-то помощи. Ну, скорее финансовой. В данном случае это необходимость получения помощи. И это еще одна из карт, которая сравнивает богатых и бедных. В прямом физическом смысле. У нас тут с вами ситуация, где карты Таро говорят не столько философским языком, сколько таким вот визуальным отображением ситуации. Она надеется, рассчитывает на помощь богатого человека, в чьей квартире она живет, кому она задолжала, но рассчитывает, ну ты же все равно богатый, ты же все равно поможешь.
Собственно, вот это ощущение она и скрывает. Именно эти чувства она испытывает, но не показывает по верховной жрице. Почему? Потому что по уверениям нашей клиентки она обещает, что я непременно заплачу, я непременно тебе деньги отдам. Я ж такая вся хорошая. По пажу кубков она показывает, какая она ранимая, бедная, несчастная, эмоциональная. Она плачет, она не может справиться с эмоциями, впадает в какую-то истерику и прочее, прочее. И водолей, который привык действовать разумом, который не очень понимает эти эмоции, не потому что водолеи плохо понимают эмоции, а потому что водолеи преимущественно логичные люди. И им проще понять логику действий. А когда человек плачет, а не логично излагает мысли, то как-то, сложно что-то понять, но раз человек плачет, значит, наверное, ему плохо. Раз плохо, значит, надо помочь. А гиперэмоциональному раку гораздо проще как раз выкатить вот этот ком эмоций, завалить водолея этими эмоциями, да, которые особо ты и не сдерживаешь. И, соответственно, выкатить на том, что тебя пожалели, и якобы богатая подруга тебе спонсирует проживание в квартире без всякой оплаты. Самое неприятное, что у нас в центре лежит карта, которая говорит о том, что некоторая часть информации скрывается, отношения неискренние. Так что мы можем смело заключить, исходя из всех тех карт, которые мы видим, что подруга как минимум считает свою оппонентку богатейкой, которая может потерпеть, подождать и помочь бедной несчастной подружке. А как максимум врет, скрывает. И если врет, скрывает, значит вполне вероятно, что и платить-то потом не захочет, если вдруг внезапно съедет с квартиры. Она же не искренна с ней. По верховной жрице идет отсутствие искренности в негативе. Разобрав все это, мы с клиенткой понимаем, что ситуация не такая простая, как кажется, не такая искренняя, как говорит оппонентка, поэтому возникает следующий вопрос. Окей, что у нас будет в отношениях с ней через, допустим, 2 месяца? Как она? Заплатит, не заплатит, съедет, не съедет? Допустим, даже, допустим, если съедет. Потому как наша клиентка склонна верить тем слухам, которые пошли о ее оппонентке, что она ищет другую квартиру. Само собой возникает вопрос, так она мне за эти 3 месяца-то заплатит, которая прожила уже? Долг-то она вернет? Смотрим ситуацию на следующие пару месяцев. Через 3 месяца, допустим. Условные 3 месяца. Я не стал делать еще один расклад мысли, чувства, действия человека, да. Я сделал просто расклад на 3 карты, где левая карта, вот эта вот смерть, это карта рака, оппонентки, квартиросъемщицы, а карта семерка пентаклей — это карта нашей клиентки. Средняя карта говорит о характере отношений этих двух людей через 3 месяца. В данном случае карта смерть, скорее всего, говорит о невозможности возврата, о потере, об утрате чего? Финансовых средств, о невозможности вернуться к дружбе, в ту же самую квартиру, к той же самой знакомой, о безвозвратном уходе, как будто бы человек для тебя умер. Это черный список, это отрезание себя от общения с этим человеком, это исчезновение максимальной из жизни этого человека. Очень похоже на то, что отношения вряд ли продолжатся в прежнем виде. Семерка пентаклей со стороны нашей клиентки может говорить о том, что какая-то часть денег будет заплачена. Однако, это не карта полного получения денег. Это скорее карта ожидания окончательного прихода денег, карта долговременного ожидания. И если наша клиентка ожидала получить полностью всю сумму за 3 либо сколько-то там месяцев, да, то по семерке пентаклей мы скорее видим, что она продолжает и через 3 месяца
ждать обещанной оплаты. Возможно, частично она получила, потому как по семерке пентаклей, да, одна денежка у нас тут как бы отделена немного, как отличающаяся, так что вполне может быть часть оплаты каким-то образом прошла. Ну и карта «Страшный суд» говорит о том, что стороны чувствуют освобождение от ситуации, выход из этой ситуации. Квартиросъемщица выселилась, вышла из этой квартиры, ушла по карте смерть с концами, да, а наша клиентка чувствует, ну, своего рода облегчение, да, съехала, ну и ладно, я теперь буду сдавать эту квартиру кому-то другому. С глаз долой, из сердца вон, как бы Бог тебя простит, да, или осудит, или что там и как, то есть, ну, если уж так пафосно говорить, да. В общем и целом, карта «Страшный суд» говорит не только и не столько об осуждении, да, как это принято считать, сколько об облегчении, о выходе из этой ситуации, даже если это облегчение такое негативное, да. Вот оппонентка жила 3 месяца за счет нашей клиентки, мучилась мыслью о том, что, о боже, боже, надо отдавать деньги, а потом решила, а фиг я эти деньги отдам, я вообще с тобой знаться не буду, уеду на другой конец города, и город большой, может, мы с тобой и не увидимся, да? Вот как-то так. Вот и все. Освободилась она от долга, освободилась. Отдала она долг. По семерке пентаклей, скорее всего, далеко не весь. Скорее, только малую часть. Соответственно, да, ситуация не очень приятная, не очень хорошая, но тут очень хороший пример того, как карта «Страшный суд» может показывать не только освобождение из чего-то отягчающего во что-то хорошее, но и наоборот, из какой-то ситуации сложной, завязшей, да, выход куда-то в пустое пространство, ну и ладно, и бог с ним, как бы так. Вот примерно таким образом. Что вы думаете? Какое ваше мнение? Делитесь своими мыслями, если если у вас есть какая-то своя точка зрения на этот расклад, пожалуйста, я с удовольствием выслушаю. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. А Лори пишет, а что это за друзья, простите? Одна кидалова, вторая за деньги пожить дань. Хочешь потерять друга, дай в долг. Ну, тут, я думаю, все зависит от друзей. Допустим, у меня были друзья, которые помогали в тяжелую минуту моей семье, да. Мы очень не любим брать в долг и старались отдать как можно быстрее то, что занимали. Дружбы это не нарушало ни в коей мере. Я думаю, проблема в таких ситуациях не столько в долге, сколько в людях, которые берут в долг, либо дают в долг. Вот. Можно брать в долг у друзей, если вы честно предупреждаете, честно отдаете, если вы стараетесь соблюдать какие-то правила приличия, то я думаю, что никаких проблем возникать не должно даже в таких как бы сложных ситуациях. Вот. В общем, там нет дружбы, пишет Лори. Ну, там речь-то и не о дружбе. Это достаточно условная, ну, подруга такая, условная подруга, да, просто чтобы ее как-то обозначить без имен. Вот такие дела, такие пироги. Лори пишет, характер знака зодиака зависит от того, как этот знак может взаимодействовать со своим антагонирующим знаком зодиака. Совершенно верно, но еще характер знака зодиака может зависеть от того, как человек, наученный жизнью, другими людьми, осознавший как-то жизнь, развивающий как-то свою жизнь, развивает свои собственные качества. Потому как качество непрокачанного, ну, условно, непрокачанного знака зодиака, да, это, конечно, минус. Качество, те же самые качества прокачанного знака зодиака, это тот же самый плюс, да. То есть умение в эмоции для непрокачанного рака это, конечно, истерия, с помощью которой там непрокачанные раки давят на все других. А те же самые высокоразвитые раки, да, они тонко умеют управлять своими эмоциями и являются абсолютно шикарными, скажем так, актерами, допустим. Ну вот Александр Васильев из группы Сплин, допустим, пишет абсолютно шикарные тексты и поет великолепные песни, где тонко подана эмоция, так что ты чувствуешь,
как это ловко обыграно, как это красиво передает вот ту внутреннюю яркую эмоцию в настолько образном виде, что ты ее чувствуешь чуть ли не на вкус эту самую эмоцию. Так что раки раком рознь, есть и как минусы, так и плюсы. Ровно так же, как и тельцы, и козероги, и девы, и скорпионы, и водолеи. Есть одна сторона и другая сторона. Есть плюсы и минусы. Всегда есть две стороны в одном человеке. Очень хорошая, шикарная лекция. Спасибо, пишет Валентина. Спасибо большое за отзыв, Валентина. Леда пишет, есть люди, которые дружить не умеют. Ну, люди есть разные. Что же тут поделать? Кто мы такие, чтобы их осуждать? Каким еще раскладом можно посмотреть похожие ситуации, спрашивает Анна Плей. Такие ситуации, где замешаны отношения двух людей, ну, раскладами, которые показывают, как себя ведет один человек и другой. Любые расклады. Мне удобен этот, я работаю обычно этим. Не считаю нужным плодить сущности, если у вас есть один хороший, качественный молоток, который можно и забивать гвозди, и обратной стороной выдергивать, то зачем мне второй, там, либо третий с какой-то красной ручкой, либо синий, либо зеленой, если этот вполне удобнее себе. Что я пользуюсь обычно таким раскладом. Пан Роман, благодарю за эфир. Сильно информативно, благородно. Ну, насчет благородно не знаю, не мне судить, но спасибо за отзыв. Светлана спрашивает, а можно ли как дополнение по Верховной Жрице, что она еще говорит о уроках жизненных? Жрица ведь и об обучении. Жрица не столько об обучении, сколько о скрываемых, о скрытых, о внутренних знаниях каких-то. Поэтому Верховная Жрица может как делиться знаниями, так и скрывать их. По большому счету она скрывает эти самые знания. Это скорее источник мудрости, но он может быть и закрыт, если вы не знаете, где взять ключ от двери к этому источнику. Скажем так, намекну, что ключ от двери есть у Иерофанта. Вот такие дела. Так интересно совпало, пишет Ирина Булкина. У меня тоже квартиросъемщик не платит 3 месяца. Желаю вам удачи. Надеюсь, это не про вас расклад. Надеюсь, у вас все закончится хорошо. Может ли пятерка пентаклей означать разрыв из-за того, что у людей были разные религии? Пока я тут таких значений не встречал, таких моментов. Скорее, может быть, из-за нежелания идти на уступки другому человеку. Вот это может быть. А это может быть не из-за религии, может быть из-за чего-нибудь другого. Пан Роман, скажите, пожалуйста, в мыслях это человек о другом человеке думает или это мысли о ситуации? Смотрите, дело в том, что люди крайне редко замечают, что они о другом человеке что-то думают, да? То есть вот когда мы у них спрашиваем, что ты думаешь об этом человеке, они начинают задумываться. Ну, наверное, я думаю это. Но когда они общаются с каким-то человеком и думают что-то о нем, этот процесс проходит для человека таким фоновым, незамеченным. Клиент как бы оценивает ситуацию в целом, да, думает в целом, что вот в этой ситуации нужно думать вот так, потому что с тобой себя так ведут. Ну, то есть, если ты чувствуешь, что тебя обманывают, ты начинаешь подозревать обман в ситуации, и, соответственно, ты думаешь, что ты общаешься с обманщиком, и начинаешь смотреть в эту сторону. Если же ты думаешь, что человек с тобой искренен, ты чувствуешь искренность в ситуации и думаешь о человеке как об искреннем человеке, который общается с тобой в ситуации, подразумевающей искренность. То есть мысли одного человека о другом в любом случае включают в себя ситуацию, в которой идет общение этих двух людей. Так что там очень сложно отделить одно от другого. Карты Таро позволяют в общем и целом прочувствовать характер отношений людей, и вот это умение объединить как раз помогает нам работать с картами Таро более продуктивно. Так что я бы вам рекомендовал, не столько разделять, сколько находить общее в человеке и в ситуации.
читаю Банского «Путь героя» по вашему совету. Там в каждой главе есть краткое резюме карты. Риски — это перевернутое значение карты. Ну, перевернутое считается негативным. Риски — это, без сомнения, что-то такое не очень приятное, что-то негативное может быть. Поэтому да, в определенном роде это может считаться каким-то перевернутым негативным значением карты. Но если человеку нравится риск, тогда это для него уже не такой негатив. Тогда это для него там скорее какие-то интересные адреналиновые моменты могут возникать. Так что еще раз, все зависит от ситуации, по большому счету. Анастасия пишет: я думаю, что сама женщина, которая сдала, не меньше виновата, потому что она позволила себя кинуть, простота хуже воровства. Ну, не знаю. Я не считаю ее жертвой, но и не считаю как бы ее виновной в этой ситуации, потому что, понимаете, очень сложно обвинять человека в доброте и в помощи. Вот она помогла своей, ну, якобы подружке в сложной ситуации. Сказала: ну хорошо, живи, отдашь деньги потом. Та стала этим пользоваться. Я не вижу тут ничего плохого с точки зрения водолея. Я считаю, что другим людям нужно помогать, поэтому осуждать человека за помощь в сложной ситуации, ну, не знаю, я бы не стал осуждать. Я бы сказал: ну, вы же понимаете, что помощь должна оказываться в определенной мере, в определенной степени. Вот. Где-то, да, возможно, человек немножечко позволил больше, нежели нужно, но это только вопрос меры и степени. Так-то, в принципе, она, ну, молодец тем, что помогла. Плохо тем, что разбаловала этим, но это уже такое. Лилия пишет: так вот и печально. От перспективы возврата к маме из пятерки дома назад в четвертый дом блудный сын. Ну, может быть, может быть. Осуждение неуместно. Ну, я тоже считаю, что осуждение тут не очень уместно. Но это такое, дело каждого, да? Я не навязываю никому свое мнение, но считаю, что имею право его высказывать так, как считаю нужным. Как, в принципе, и все другие тоже имеют право. Так. Какие у вас еще есть вопросы? Задавайте. Не стесняйтесь. Время у нас есть. Я сегодня абсолютно свободен. Может быть, у вас есть предложения по темам эфиров, что бы вы хотели обсудить? Валентина пишет: пан Роман, а планируете ли вы в дальнейшем продолжать лекции по раскладам? Планирую. Но если вам важны и интересны именно расклады, то я рекомендую вам записаться ко мне на курс, который называется «Грамматика Таро». В этом курсе мы разбираем порядка 70 таких раскладов. Понимаете? Курс длится 3 месяца, если интересно. Следующий старт. Ну, давайте я не буду говорить, когда следующий старт, но он периодически я запускаю этот курс, следующий поток. Уже будет, наверное, 10-й поток, если я правильно помню. Вот. И вот там мы будем разбирать очень часто такие случаи, самые разные. И личная жизнь, и какие-то рабочие моменты, и моменты с переездами, и вопросы саморазвития и прочее, прочее. 26 лекций, по каждой карте мы проходимся, порядка там 3-4 раскладов за лекцию мы проходим, порядка 3 раскладов минимум в среднем. Порядка 70 у нас за весь курс таких вот историй набирается. Вот как-то так. Скажите, пожалуйста, какие карты могут показать, кто вам перекрывает дороги? Это 4 мечей. Сложно сказать. Какое-то очень-очень узкое значение. Вам кто-то перекрывает дороги по какой-то причине. Карты показывают мотивацию человека, причины действия. Не само
события, а те глубинные эмоции, которые происходят в человеке. Перекрывать дороги человек вам может по массе самых разных причин, исходя из зависти, из неприязни, из желания там как-то наоборот помочь, может быть. Вот об этом и будет говорить карта Таро. Какую-то отдельную карту Таро впихнуть в это значение очень сложно. Лори пишет, цените те ситуации, когда вы в состоянии кому-то помочь. Это благо для вас. Во всем необходима мера просто. Хотя где эта мера благих поступков? А вот та самая мера присутствует как минимум в двух картах. Верховной жрицы — это внутреннее ощущение совести, правильности своих действий. И вот в частности по Верховной жрице наша клиентка действовала как раз по совести. Вот. Просто с другой стороны, та же самая карта может говорить о том скрытом, что чувствует другой человек, а другой человек совести может и не иметь. И тут вот это уже не от вас зависит. В любом случае, вы когда действуете по совести, вы действуете по собственной совести. Вот и все. Если вы чувствуете, что для вас по совести помогать правильно, то, собственно, вы будете помогать. Конечно, все хорошо в меру. Важно не разбаловать человека, чтобы не нанести своей помощью вот тот самый вред, да, чтобы человек решил, о, так можно со всеми. Но это, скажем так, это уже вопросы ко второму человеку. Мы же не считаем в какой-то ситуации, что другой человек — это бессловесное существо, полностью управляемое, и как бы ты его разбаловал, и теперь ты виноват. Ну, нет, тут у нас две стороны в этой ситуации могут быть активными. Так что я считаю, что как-то так. Возможно ли в данной ситуации получить от карт совет, что делать арендатору, чтобы вернуть свои деньги? Можно сделать расклад, допустим, совет карт, что делать и чего делать не надо. Это расклад из 4 карт, там буквально 4 позиции. Текущая ситуация, чего делать не надо, что надо делать, да, чтобы получить ожидаемое, и результат. Что вы там получите в результате? Будет ли ожидаемое совпадать с той картой? Уверенность перевернутая может означать заманивать? Почему? Нет. Почему именно заманивать? Ну, это очень странно. У вас очень интересные вопросы, в которых я не вижу внутренней логики уже который эфир. Извините, что я вас на каждом эфире вам это говорю, но вы должны понять, что карты Таро — это не случайный набор каких-то значений, скомпонованных случайным образом. Вы должны понять смысл карты, который содержится в символике. Тогда вы сами будете понимать, что для вас значит карта. А не просто в разнобой пытаться набрать какие-то значения, которые абсолютно непонятно как привязаны. Вы задайте себе вопрос, каким образом умеренность может означать заманивать. Почему? Где фигура, которая в умеренности, говорит о заманивании? Потому что для меня ваши вопросы практически всегда, они меня вгоняют в тупик, потому что я не очень понимаю, почему. Почему у вас возникает такой вопрос? Пан Маркетинг спрашивает, Роман, подскажите, какой у вас микрофон? Очень звук классный. Elgato. Elgato Wave. Elgato Wave. Загуглите Elgato. Это оборудование для стримеров. У меня есть там еще там парочка. У меня есть еще стримдеки с кнопками, чтобы быстро там нажимать, там, менять быстро сцены, допустим. Очень удобное оборудование. Микрофон очень толковый, я вам рекомендую. Elgato Wave 3. Загуглите, и у них есть несколько микрофонов. У меня, в принципе, USB. Микрофон этого хватает, чтобы просто воткнуть его в компьютер и настроить в OBS. Вот как-то так. Спасибо, отличная трактовка, есть чему учиться. Я буду рад, если это будет полезно. Елена Данилкина, рад вас видеть. Мы не обсуждаем этичные ситуации, а смотрим, что говорят карты. И вы, пан Роман, очень деликатно и глубоко рассмотрели ситуацию. Спасибо за комплимент. Ну, этичность тоже важна.
Потому как если мы будем ее игнорировать, то это быстро нас заведет в неприятную ситуацию. Скажу, что после ваших занятий я слежу за ходом ваших рассуждений и очень много понимаю сразу и вижу то, что видите вы и ситуацию. Отлично. Я рад, что курс дал вам вот то чувство, которое я хотел передать каждому человеку. То самое чувство, которое я испытываю при работе с картами Таро. Как вы считаете, спрашивает Александра Федорова, профессия таролог, как посредник между человеком и колодой с развитием искусственного интеллекта, будет востребована? Будет востребована, ну, скажем так, профессия таролог, да, будет. То есть тарологи будут нужны. Фан-маркетинг. Профессии таролог нет, а человек будет востребован всегда. Профессия таролог есть, просто она не считается общепринятой, да, то есть а, профессия это не то, что записано в каком-то специальном реестре профессий. Для закона, да, есть формулировки профессий, да, но в принципе само понятие профессия это когда человек зарабатывает деньги каким-то определенным занятием, изучает это занятие глубоко, является специалистом, ну то есть профессионалом. То есть он есть разница между профессионалом и любителем. Любитель, он просто так. Ну, он любит это дело, и поэтому он просто вот любительски занимается, то есть где-то как хобби, вечерами после основной работы он там раскладывает карты Таро. Это любитель. Есть профессионал. Профессионал, он занимается основную часть своей жизни, да, своего лайфтайма, да, своего дня, скажем так, рабочего, он занимается только этим. Нравится ему это, не нравится. Ну, то есть хочется, не хочется, он должен работать, потому что это его занятие, это его профессия. Он достиг в этом определенных там высот, уровня, навыков и соответственным образом берет за свои качественные услуги какие-то деньги. Вот это и есть, в принципе, определение профессии. Просто в одной стране может быть профессия там, я не знаю, там, кто? Сажатель моркови. А где-нибудь там за северным полярным круге нет профессии сажатель моркови, потому что там это не востребовано, да? Какой-нибудь морковевед, да? Вот. Есть страны, в которых там есть, допустим, преподаватель в университете. Это профессия. А есть страны, в которых нет университета, допустим. Да? Там и профессии такой нет. Но это не значит, что профессии нет в принципе. Вот. Может быть, я так чуть-чуть стригерился, да, это так выглядит. Но на самом деле это все условности, это все слова. Профессионалом человека делает не корочка, не название его профессии, а опыт и наработанные навыки. Ну и, само собой, знания, да, которые позволяют ему наработать этот опыт и приобрести эти самые навыки. Роман, можете подсказать, что может в целом говорить мир на итог? Смотрел расклад, и на этот вопрос результат от сотрудничества работы выпал мир. Мир может говорить как о окончании работы с человеком, подведении итогов, так и о переходе на какой-то новый уровень, на какой-то новый цикл, новый этап, да, заключение нового контракта. То есть, ну, это скорее с оттенком завершения работы, чтобы начать в дальнейшем. Завершение работы может быть как окончательное, без продолжения, так и с продолжением работы, но уже в каком-то видоизмененном варианте. Мир не говорит о чем-то конкретном, он может говорить сразу обо всем. И это достаточно тонкий такой момент. Чтобы сказать точнее, нужно понимать, что за ситуация, что за люди. Жрец перевернутый означает расизм? Почему? Это почему? Я не понимаю, почему. Возможно, по какой-то причине, в какой-то ситуации может означать. Но в общем и целом, это скорее стремление к традиционности. Почему расизм? Скажите, пожалуйста, пятерки могут трактоваться как сигналом магического воздействия? А,
Нет, не часто. Ну, в ряде каких-то случаев, в отдельно взятых случаях, может быть, но как правило, нет, вряд ли. Олег спрашивает, случается ли у вас ситуации тильта, когда эмоции берут верх и мешают правильно анализировать финансовую ситуацию, или понимаете, что карта поэтому и врет? Ну, во-первых, карта не врет. Врет человек, который пытается понять символику карты, применимо к ситуации. Случаются ли у меня ситуации так называемого тильта, да, то есть гиперэмоциональности в процессе работы? Да, раньше случались, теперь я знаю, как их нивелировать. Обычно я беру паузу там пару минут, но чаще всего эмоции хорошо сбиваются каким-нибудь простым действием, типа отхлебнуть чаю из чашки, взять паузу хотя бы 3-4 секунды, и ты понимаешь, что ты звучишь как-то эмоционально, как-то громко, и понимаешь, что себя нужно чуть-чуть успокоить, приглушить. Вы можете это же самое видеть на эфирах. Я на эфирах тильтую очень часто. Просто я держу себя в руках и не позволяю этим эмоциям явно проявляться, и я их, скажем так, дренажирую в другую сторону. И они мне особо не мешают. Дина пишет про профессию, сразу вспомнился переворачиватель пингвинов. Точку, абсолютно. Спасибо, отличный пример. Спасибо огромное за ответ, за мир. Ну, насколько мог в общем ответить, ответил. Елена пишет, не поняла про то, что нужно учитывать этичность ситуацию. Думаю, что учет этого нам дает много субъективности. Та, что не платит, плохая, а та, что ждет, положительная. Понимаете, у нас сейчас в наше время, последние лет 20, наверное, 30, считается правильным не учитывать этичность, потому что все должны быть равны. В Голливуде это широко развитая и часто упоминаемая тема того, что злодей, мы тоже его можем понять, почему он стал злодеем, потому что у него там детство было тяжелое, да, поэтому, ну, мы же можем понять, почему там вот этот Джокер взрывает там полгорода, да, или еще что-нибудь такое. Это потому что над ним в детстве смеялись, потому что он был там каким-то, ну, вот там папа его обидел или еще что-нибудь такое, да. То есть начинается уравнивание злодея и положительного героя. И вопросы этичности опускаются, либо уходят на задний план. Мы объясняем неэтичные действия какими-то причинами, которые можем понять. Но понимаете, смысл-то в том, что причины-то, конечно, могут быть какие угодно. Но важно не то, какие причины привели тебя к какому-то действию, а важно само действие. Потому что одни и те же причины могут привести к разным действиям. И к одному и тому же действию могут привести разные причины. Поэтому тут важно, чтобы ваши действия были этичными. И когда мы даем совет, мы не можем давать неэтичный совет, потому что в таком случае мы будем действовать неэтично. А это нехорошо. Просто потому, что есть вещи хорошие и нехорошие в жизни. Наш мир, само собой, не черно-белый, но он и неравномерно серенький. Есть какие-то светлые пятна этичные и темные неэтичные. И, в принципе, правильная жизнь это и состоит в том, чтобы выбирать светлые пятна в этой жизни, не замарываясь о темные. Так что вопрос этичности обязательно должен фигурировать, висеть фоном и постоянно напоминать о том, что вообще-то плохо и хорошо — это не просто какие-то абстрактные понятия. Это столпы, основа нашей жизни. Что такое хорошо и что такое плохо, нас должны научать еще в детстве. Верховная жрица, она стоит на этом черном и белом столбе. Иоахим и Боаз. Два столба жизни. Правильное и неправильное, хорошее и плохое, верх и низ, лево и право. Дуальность нашей жизни основана на правильном и неправильном. Темная сторона, светлая сторона.
Само собой, что мы должны прощать и в какой-то мере оправдывать падение в темную сторону, но стремиться-то мы должны к светлой. Так что этичность ни в коем случае упускать без внимания нельзя. А какие карты говорят о расизме? Интересно просто. Чаще всего дьявол, как антипод Иерофанта. И Иерофант — это как раз формальность. Иерофант — это традиции, привычки, одинаковость, похожесть. А вот дьявол — это отличный, чужой, тот, кто привлекает внимание. Это не такой, как ты. Это ощущение того, что вот этот, он чужой, он не такой, как мы все привычные. Так что скорее дьявол. Самая яркая российская карта. Как проиграется... Вот, тут пишут, жрец не расист, он не формал. Нет, жрец скорее конформист, традиционалист. Он как раз очень формальный. Перевернутый жрец — это скорее тот формальный, да, который очень не любит тех, кто не похож на него. Грубый век, грубые нравы. Истина по-любому одна. Нет, это такая правда, а это моя. Ну, истина там, она сверху где-то, да. Потом будем знать эту истину. Пока мы отстаиваем свою правду, я предпочитаю в таком случае придерживаться все-таки светлой стороны, потому что она правильней с точки зрения любой. Как проиграется карта 5 мечей, спрашивает Ольга Горелова. В вопросе, напишет ли человек. Напишет, чтобы отомстить. У меня был случай, когда по пятерке мечей человек написал, но потом опять пропал. То есть вроде бы написал, вроде бы получилось, да, а потом опять исчез. Такое тоже бывает. Violet Lipstick пишет: меня иногда пугает, насколько точно карты описывают ситуацию, особенно на будущее, когда сбывается то, что было в раскладе. Карты точно не врут. Так карты и не врут и не говорят правду. Карты просто выпадают случайным образом в раскладе, а вот врете или не врете уже вы, когда вы их трактуете. Ошибаетесь, либо не ошибаетесь, если не стоит вопрос о том, врать или нет. Что, в общем и целом, ну, примерно так. Так, ну что? Ну что, давайте заканчивать на сегодня, да? Наверное. Рад был вас сегодня видеть. Увидимся на следующей неделе. У нас с вами еще 2 колоды в рассмотрении. Да? Это темный гримуар и 78 дверей. Нужно их добить. Обязательно на следующей неделе мы обязательно сделаем несколько эфиров по этим картам. Да? И запись выйдет немножечко позже. Рад был вас сегодня всех видеть. Очень приятно было с вами пообщаться на самые разные темы. Спасибо за ваши комментарии, за лайки. Спонсорам отдельное спасибо от лица всех зрителей. И увидимся с вами на следующей неделе. Всем приятных выходных. До новых волнующих встреч. Всем пока.